В начале 20 века Российская империя очевидно шаталась. Не стоит воспринимать всерьез доводы монархистов о Великом 13-м годе, где якобы экономика достигала недосягаемого пика. Успехи были, однако страна отставала от всех европейских держав, страдала от голода, низкого потребления белка, высочайшей детской смертности, эпидемий, бесславно и бесконечно воевала, а в самом ее сердце активно действовали революционные группы, нередко откровенно террористического толка. Ссылки, аресты, погромы – все это было, но авторитет царской власти неуклонно падал, а на место ликвидированных революционеров вставали десятки новых. Ответом им со стороны общества должна была стать «Черная сотня» – монархическая, массовая и агрессивная организация, которая действовала в империи до прихода к власти Ленина. И парадокс в том, что черносотенцев мало кто изучал, а вся информация об этих официальных соперниках коммунистов сводится к нескольким клише: реакционер, антисемит, погромщик и даже русский фашист. Но какой-то точной информации крайне мало. Попробуем разобраться с явлением. Итак, само название возникло давно. Еще в домонгольской Руси черное сословие людей включало городские низы, средних земледельцев, многочисленных земских деятелей, тех, кто потом называется мещанами. Под черным или, может быть, под черным, то есть красным знаменем, сражался Дмитрий Донской на Куликовом поле, что могло означать действительно войско от самого ядра общества, а не только нобилитет. Если, конечно, действительно в слоге нет ошибок и на поле было несвойственное для Руси полотно темного цвета. Также известно, что этот слой был набожным, а черное монашество самое строгое и ортодоксальное, состояло из выходцев из простых людей, что усиливало эффект термина как исконно народного. Особенно в смутное время военизированные отряды простолюдинов называли черными сотнями, собственно, которые и стали ядром выдавливания поляков из страны. И в совокупности термин «черная сотня» стал означать ополчение простолюдинов, верующих, одержимых общей идеей и одухотворенных на подвиги. И старейшей черносотенной организацией нового времени стало Русское собрание, созданное в Петербурге в конце 900 года монархически настроенной элитой. Русское собрание действовало под лозунгами, известными с 830-х годов и выдвинутыми графом Уваровым: православие, самодержавие, народность. Разумеется, за спиной движения явно виднелись погоны охранки, испуганные активностью революционного движения, поэтому им понадобилась якобы исконно народная, царелюбивая масса обывателей на страже установленного порядка. Хотя выбор автором девиза графа Уварова, открытого гомосексуалиста и объекта пошлых историй при дворе, выглядит комично для персонификации суровой дубины народного гнева. Еще смешнее, что идеологом и лидером движения стал Владимир Григмут, в детстве Вальдемар Крестьянович. Этнический немец, лютеранин и византиец. В общем, набор взаимопротиворечащих убеждений, увлечений и фактов. Так как страна огромная, в ней разные сословия, нередко ненавидящие друг друга, черносотенцы были разделены на десятки организаций по географии, сословиям, целям и взглядам. С некоторыми разночтениями и допущениями они, однако, вели общую пропаганду правильности монархического пути, незыблемости дома Романовых, необходимости агрессивной борьбы с рабочим и революционным движением, а со временем и с этническими меньшинствами. К дружественным народностям черносотенцы относили нерусское население Поволжья, Средней Азии и Сибири, к недружественным – армян, поляков, особенно финнов, которых предлагалось держать в крепкой государственной узде. Сильные подозрения в смысле лояльности власти вызывали у черносотенцев и также кавказские туземцы. В состав русского народа черносотенцы включали не только великороссов, но и украинцев и белорусов, но и в культуре Черная сотня отказывала в самостоятельности. Их языки считались местными диалектами русского. Для иноверцев вход в союз был запрещен. Православная вера была единственным связующим звеном в Российской империи для людей разных национальностей. Если ты православный, значит ты можешь считать себя русским. Поэтому при декларируемом национализме фактический состав движения был крайне пестрым и объединенным лишь лоялизмом к власти крайних форм. Одной из примет организации стало обилие в ней людей, чьи вкусы, национальности или взгляды были несколько отличающимися от традиционных и народных. Черносотенцами были авторитетный филолог Грот, выдающийся историк Лихачев,
создатель первого в России оркестра народных инструментов Андреев, крупнейший медик Боткин, актриса Савина, поэты Случевский и Михаил Кузьмин, чьи пристрастия одобрил бы и Уваров, известнейший книгоиздатель Сытин. Идеям черносотенцев открыто сочувствовали великий химик Менделеев, философ Розанов, известные художники Васнецов и Нестеров. Не осталось в стороне духовенства в лице митрополита Антония, управленческие кадры высшего уровня, ректора университетов, инженеры, чиновники и даже военные, которым формально была запрещена политическая жизнь. В общем, ветки Черной Сотни очень скоро стали эдакой официальной партией власти. По крайней мере, они доминировали в высших эшелонах, но при этом высшие чиновники старались избегать прямого членства в ней и нередко скептически отзывались об их прямолинейных методах. Ситуацию нарушил сам царь, когда публично озвучил, что одобряет деятельность и вообще был бы рад членству в ней, что еще более ударило по его репутации на закате правления. Программа движения была проста и демагогична. Только монархия в России возможна и только существующего дома. Никаких меньшинств в управлении, что было реакцией на засилие немцев в столицах и евреев в Киеве. И вообще, официальный лозунг «Россия для русских» «Бей жидов, спасай Россию». К 905 году, когда накалилась социальная атмосфера, черносотенцы резко взвинтили активность и в политическом, и в бытовом поле. К концу 7-го, начала 8-го годов в почти 2000 местных организациях числилось, согласно данным Министерства внутренних дел, более 400 тысяч человек. Это больше, чем все партии вместе взятые. Опасаясь прихода к власти коммунистов, они сделали антисемитизм фокусом своего движения, играя на аномально высокую долю польских евреев в красном движении. Дескать, под маской коммунизма и сладкими речами они просто хотят поработить русский народ и на его горбу прийти к мировому господству, что они называют мировой революцией. Так как бытовой антисемитизм был силен в Польше, Литве, Украине и Белоруссии, где этнические евреи часто возбуждали ненависть населения, для русских губерний эти трения были неизвестны, и Черная Сотня активно вела агитацию, обвиняя евреев во всех бедах страны, от инфляции и низких доходов до политических ошибок. А не согласные с доводами представителей власти объявлялись еврейскими содержанками. В чем причина ненависти? Черная Сотня создавалась и контролировалась тайной полицией империи, которая неплохо была осведомлена и управляла целыми общественными объединениями в стране, от крестьянских общин до артелей и официальных офицерских клубов. А вот традиционные еврейские землячества, закрытые и очень активные экономически, были не только недосягаемы, но и опасны, так как исторгали из себя и политических оппозиционных активистов, и идейных лидеров, и финансовых мошенников. 5% евреев империи были откровенно враждебны охранке и власти, непрозрачны, закрыты, изворотливы, что нашло глубокое взаимопонимание. Ощущая к 905 году скорый обвал и близкую революцию, Черная Сотня в 903 году публикует протоколы сионских мудрецов. Фальшивка. Якобы некая тайная еврейская книга, где описываются цели, методы и способы прихода к власти в обществе, для его эксплуатации и уничтожения, чтобы на пике получить мировую власть. Книга имела феноменальный успех. И в России, и в США, и в Германии, особенно в фашистской Германии через четверть века. И никакие доводы уже не убеждали, что это довольно очевидный пиар-продукт, фальшивки и паскви. Даже члены российской императорской семьи разделяли не только взгляды Черной Сотни, но и откровенно сообщали антисемитские лозунги. Так Николай II считал, что его революционные оппоненты – это 90% евреев и 10% русских дураков. И весь их балаган – лишь ширма для банального захвата власти, свержения монархии и оседлания русского населения. Февральская революция нанесла чудовищный удар по уверенности черносотенцев в руководящей роли евреев. Они еще более взвинтили темп и просто засыпали страну антисемитскими листовками, статьями и проектами. Интеллектуальным базисом стали труды Алексея Шмакова и литовского священника Юстина Пронайтиса, которые дополняли злодеяния евреев еще и ритуальными убийствами, массовым подкупом прессы и судебной системы, работающим тайным мировым правительством. Ресурсы у Черной Сотни были огромными. Это зеленый свет в печати, общественные встречи, близость к высшим руководителям, неограниченные бюджеты на пропаганду, рвение низовых масс. Идеи, повторенные 1000 раз, захватили умы.
По стране проходили еврейские погромы. Депутаты Пуришкевич и Марков одобряли травлю, и даже были убиты несколько еврейских депутатов Думы. И вскоре массовый одобрямс сыграл злую шутку с императором. Когда ему в очередной раз рассказали о том, как опасна ситуация в стране и как раскалена народная атмосфера, он лишь отмахнулся. Показал большую пачку телеграмм черносотенцев и сказал: «Это неверно. У меня ведь тоже есть своя осведомленность. Вот выражение народных чувств, мною ежедневно получаемые. В них высказывается любовь к царю». Пытались они помешать демократической революции 1905 года. Незадолго до того черные общественные организации создали боевые дружины. Туда вошли как идейные последователи, так и просто околокриминальные элементы, вероятно, имея финансовый интерес или обещание послабления от полиции. Боевые дружины выслеживали евреев, коммунистов и социалистов и устраивали побоища в местах сбора или проживания, врывались, громили мебель, избивали и убивали присутствующих. Рейды черносотенцев быстро стали обретать экономические черты. Они часто происходили на стачках рабочих, которые устраивали забастовки, и тогда вместо полиции их атаковывали черносотенцы, обвиняя в еврейском коммунистическом заговоре. Черная сотня стала синонимом цепных псов полиции и режима, только формально независимых, а на деле еще одной силовой структурой, менее связанной по рукам. И вот тут стороны расходятся в оценках. Левая и еврейская часть, пострадавшая, говорит о массовых избиениях и жестоких убийствах, безнаказанных и глумливых. Исследователи черной сотни говорят о том, что прямых призывов не было официально, погромы были редкими и скорее демонстративными. Однако почитаем газетные заголовки тех лет. Кострома. Черная сотня беспощадно избивает интеллигенцию и учащуюся молодежь. Есть убитые, масса раненых. Ростов-на-Дону. Второй день идет погром еврейских магазинов. Вторые сутки над городом властвует разнузданная чернь, громящая и грабящая имущество евреев и поджигающая их жилища. Число убитых растет, сегодня ждут прибытия из Новочеркасска 8 казачьих сотен. Омск. На глазах войск и казаков черная сотня убивает студентов. Убито 7, много ранено, губернатор бездействует. Саратов. 19 октября ночью разбиты все еврейские магазины и аптеки. Сожжена дотла синагога, много убитых и раненых. Евреи спасают на лодках на другой берег Волги. Москва. 16 октября. Вчера студентов били везде, где только попадались. После избиения студентов охот на бреду, учащаяся молодежь отступила к зданию университета, вход в который они забаррикадировали бревнами, досками, скамейками и прочим. Университет был превращен в своего рода крепость, где могли найти защиту спасавшиеся от черносотенцев студенты. Одесса. Сделаны более или менее точные подсчеты жертв черных октябрьских дней Одессы. Результат подсчета получился ужасный. Всех убитых за 4 дня свыше 1100 человек, раненых, изувеченных и искалеченных до 3000. Второй день беспрерывно идут похороны евреев. Хоронят в братских могилах по 35 человек. Егорьевск Рязанской губернии. 22 октября черная сотня напала на шествие рабочих с красным флагом. Рабочие отступили. Изувечено около 20 человек. Начался погром евреев и избиение интеллигенции. В городе паника. Разбросаны прокламации с призывом «Бей студентов». Каких-то специальных воззваний официально не делалось, но слова одного из лидеров в истории остались. Истребление бунтовщиков – святое русское дело. Вы знаете, кто они, и знаете, где их искать. Смерть бунтовщикам и евреям. Показательное попустительство власти. Я знаю, что русские суды относятся к участникам погрома с излишней строгостью и педантично. Даю мое царское слово, что буду всегда исправлять их приговоры по просьбе доброго мне, Союза русского народа. Николай II. Большевистский ответ был быстрым. По личному распоряжению Ленина. Коммунистический актив создал свои боевые крылья, вооружил и показательно взорвал чайную Тверь, где собирались черносотенцы, а выбравшихся из-под пожара коммунисты расстреляли из пистолетов. Вскоре к борьбе подключились эсеры, и уже теперь сами черносотенцы стали жертвами не погромов и избиений, а подрывов и расстрелов. И волна пошла на спад. После этого черносотенное движение стало рассыпаться. Они не смогли привлечь на свою сторону симпатии народа, который все отчетливее видел в них подсобников разложившегося режима и его верных псов. Антисемитизм не стал общей идеей и вызвал скорее недоумение в массах и равнодушие.
в то время как экономические и социальные проблемы принуждали все больше молодых людей идти в революционные рабочие движения. Черная сотня не имела программы реформ или преобразований. Напротив, консервация всего в примитивной форме. Решение назревших проблем не предлагалось. Движение слишком рассыпалось на ячейки и склоки, постоянно конфликтовало внутри, а народ был твердо убежден, что финансирует его власти, и оттого там постоянно враждуют лидеры, борясь за тайные бюджеты, и доверие к ним было крайне низким. На секретном докладе Трепова о работе подпольной фабрики прокламации Союза видна виза царя – выдать 75 тысяч Рачковскому за успешное использование общественных сил. Всего из правительственных источников на нужды Союза было пожертвовано 1,5 миллиона рублей. Получается, факт действительно был, и расходы огромны. Сыграла роль и Первая мировая война, куда ушли и не вернулись огромное число патриотов и Черной сотни. Оттолкнули от себя народ депутаты из близких кругов, например, Пуришкевич, которые сыграли роль скорее провокаторов и клоунов, чем уважаемых лидеров серьезного течения. К 1917 году пирог власти делить стали левые. Вероятно, действительно бюджеты перестали выделять, и мотивация состоять в партии резко убавилась у всех групп бывших членов. Даже после прихода Временного правительства о них просто забыли, хотя прочих оппонентов вспоминали быстрыми арестами. Только уже большевики, придя к власти, расквитались сполна за старые обиды, находя и расстреливая бывших участников. Но показательно, что армия Черной сотни, миллионная на пике, не вышла ни на защиту столицы от красных матросов, ни на охрану царя, ни против красного террора позже. Пишите, была ли Черная сотня альтернативой, или же это был просто безумный проект? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.